Всем доброй ночи, друзья мои. Ну что, узнали домики своего детства? Лето, каникулы у бабушки. Смотрите, как реалистично. С верандой, как положено, велосипед, коты на этих, на лавочках лежат. Красота. И с этой стороны покажу. Вот. Это я попросила Яну заказать. Специально для фона, поскольку красиво смотрится. Ну и еще для определенных работ, связанных с деревенской магией. И вообще красиво смотрится. Повезло детям нашего века. В наше время такого не было. Мы сами клеили, мы сами делали, а сейчас все что угодно можно заказать. Хочу еще найти макет кавказского дома, ну, грузинского типа дома. Он более похож на мое детство. Но пока что не нашла, может быть, по заказу сделают, посмотрим. Пока на фоне вот этой красоты. Кстати, свет включается. Сейчас покажу. Вот так. И свет включается. Но мне кажется, более в темной комнате он больше смотрится, когда есть яркий свет. Как-то так. Не очень понятная картина. Сейчас попробую, кстати. Во, красота. Так лучше. Даже чуть потемнее можно сделать. Вот. Вот на фоне этого замечательного дома из детства поговорим с вами об уютных, приятных вещах, ну и о том, как этот уют, мир в семье, спокойствие сохранить. Вот вы чувствуете, что приближается какая-то беда к вашей семье, к вашим детям. Какие-то непредвиденные расходы, какие-то постоянно из ниоткуда взявшиеся проблемы, какие-то ссоры дома. Что-то происходит. Или где-то что-то сосед ваш мутит, ходит туда-сюда, пишет какие-то заявления непонятные, какие-то требования предъявляет. В общем, надоедает вам это все. И не знаете, как это все остановить, как это изгнать из своей жизни, чтобы это наконец-то прекратилось. Что-то у меня голос засвистел. Я сама удивилась. Но бывает иногда. Итак, найдите веник. То есть возьмите веник в руки. Можете тот веник, которым убираете дом. Можете купить специально, есть маленькие веники для таких случаев. Или метелки. Я вам советую лучше купить именно вот как бы. Но если там срочно нужно и нет времени, можете взять веник, который дома есть. Значит, держите веник вверх метелкой, машите, ходите по дому, как будто кого-то изгоняете. Можно ли сделать, если дома есть люди, но если они с пониманием отнесутся, если не будут там смеяться над вами и так далее, то можно. А вообще, конечно, в уединении, потому что иногда близкие люди из лучших побуждений начинают мешать вам. Отведите беду, изгоните беду со двора. И вот вам в помощь заговор в стиле деревенской магии, который очень хорошо помогает, потому что вы сюда привлекаете различные, значит, силы, различные аспекты. Смотрите. Двух братьев. Это
если перевести на язык заговоров, то есть сила и воля ваша, их жены, помощники, то есть ваше желание и ваше стремление. Далее идут, свекровь и теща. Это силы, которые вспомогательные вокруг вашего рода и рода ваших родителей. Ну, имеется в виду матери, отца рода, свекровь, теща. Далее идут сват и кум. Это уже силы, которые вне вашего рода, но они близкородственные связи имеют с вами. Свекор, отцовский род, свекровь, материнский род. И вот вы, понимаете, вы в заговоре, когда называете теща, свекровь, брат, сестра и так далее, это на самом деле символично, то есть символически звучит. Это не брата и сестру вы зовете, ни тещу, ни свекровь, ни сватов, никого вы не привлекаете в это все, физических людей. Вы призываете под прикрытием таких названий, вы зовете в свою жизнь свои родовые силы. И силы околородовые, так называется, вокруг, потому что помимо вашего рода есть еще роды, которые с вами в родственных отношениях. То есть они не родные по крови, но вот в ментальном плане вы родные души, да, родные люди, близкие люди. То есть вы призываете и духа вашего рода, и ваши внутренние силы, и вокруг вашего рода силы, которые имеют, то есть симпатизируют вам, и вашей семье хорошо относятся, то есть их энергию призываете. И вот объединяя все это вместе, вы начинаете изгонять. И в сюрреализме, то есть потустороннем измерении, потустороннем мире, вы изображаете эту сцену изгнания, беды из вашего дома, из вашей семьи. И это все переносится в нашу реальность. И в нашей реальности уже оно как бы осуществляется в реальном состоянии, в реальном измерении. Просто вы создаете эту реальность. Чтобы до конца понять, вам нужно посмотреть мою лекцию «Ключ, замок, язык». Вы создаете эту реальность и переносите сюда. В той реальности вы огромная семья. У вас свекор, свекровь, братья, их жены, родственники, кумовья, сватья и так далее. Вот в той реальности. И в этой реальности вы можете хоть одна быть вообще в этом мире, не имеет значения. Но вы перенесли все эти силы вспомогательные с потустороннего измерения в нашу реальность, в нашу жизнь. И они приходят и начинают вам помогать. И под видом свекра, свекрови и так далее вы призываете свои родовые силы, силы внутри себя, вашу силу, ваше стремление, ваше подсознание, ваше умение находить выход из этой ситуации и прочее. Ну и привлекайте те силы, которые вокруг вашей жизни находятся. То есть общество, которое должно помогать вам в этом. Пусть не напрямую, но в ментальном плане. То есть симпатизировать, относиться хорошо, подпитывать вас, быть на вашей стороне, чтобы вы это все одолели. Надеюсь, понимаете, о чем речь. Итак, берете метлу маленькую, метелку можете купить специально. Если есть дома для других ритуалов, можете использовать. Веник маленький можно купить. Сейчас все что угодно можно купить и на Авито, и где только. Какой Авито? Да, Авито тоже. Озон и прочие, Валберис, и как их еще у нас. Ну, везде можно их приобрести, различные. Можно очень красивые камнями, там, чем-то еще украшенными и прочее. Для таких работ, потому что они вам пригодятся. Это предметы, которые имеют сакральное значение. Этими предметами очищали пространство, изгоняли болезни и прочее, прочее. Поэтому они вам всегда пригодятся, пусть у вас дома будут. Сметали беду с ног, с рук и так далее, сметали болезни и прочее. Поэтому, если нету, приобретайте. Если есть,
используйте. Если совсем не знаете, что делать, возьмите метлу, то есть метлу или веник, которым подметаете дом. Можно и этим сделать, но это такого сильного эффекта не даст, как специально выбрано для этого дела атрибуты. Ходите и в каждой комнате читайте, как будто выгоняйте. Выгоните эту беду, знаете, такими движениями, как к окнам, к дверям, вот на улицу, туда. Изгоняйте кого-то невидимого. Но есть персонализация беды. То есть каждому явлению, то есть человеческой жизни, каждой области человеческой жизни, чувствам, мыслям, даже болезням, страхам и так далее, в магии дают персону, то есть персонализируют. То есть они очеловечивают их. Создают некий такой сгусток энергии, с которым легче взаимодействовать, легче выгнать. Когда мы изгоняем какую-то беду мифическую, непонятную, как она выглядит, что она из себя представляет, это одно. А когда мы изгоняем беду, которую мы представляем, как она должна выглядеть, какая она, и она вообще существует и есть, нам намного легче концентрировать всю свою внутреннюю силу и вытолкать эту отрицательную энергию из своей жизни. В каждой комнате, даже в туалете, в ванной, везде, в кладовке, если у вас на улице, если у вас частный дом, у вас есть там коровник, курятник, не знаю, что там, сарай, все уже, гараж для машины и там для подсобное там какое-то место. Отовсюду выгоняйте такими движениями, как бы изгоняйте вот на улицу или с одной комнаты в другую комнату, оттуда дальше. Смотрите, как вам нравится, вот как бы вы выгнали. В процессе, когда вы будете это читать, вы войдете в такой транс, понимаете, вам понравится. Вы забудете, что это нереальный персонаж. Внутри вот вся ваша горечь и прочее соберется в одну кучу и начнет уходить. То есть ваша вся эта вот озлобленность на эту ситуацию, она будет сказываться. И чем яростнее, чем с большим желанием изгнать эту беду вы будете действовать, тем быстрее это уйдет. Это касается всего. Это касается и безденежья, это касается временной остановки там дел или денег, или продаж. Это всего касается. Можно иногда это провести для того, чтобы очистить пространство дома и отдохнуть, успокоиться, изгнать, даже если эта беда прям не стучится в двери, и вот, не настолько она сильная, страшная, не так вам мешает жить. В любом случае, чувство тяжести в жизни, когда вы ощущаете, это значит, накладывается сверху на вас определенный слой негативной энергии. Вы всегда помните, что мы живем в мире людей. И в этом мире людей очень мало добрых и очень много злобных людей. Когда мы видим вот как происходит обман, мошенничество и прочее, как люди без зазрения совести могут, скажем, кинуть другого человека, мы убеждаемся в том, что вот эти вот воззвания к совести, к стыду или там запугивание Божьим судом и прочим, это все пустой звук для многих людей. Они не верят, что есть другая жизнь, другой мир. И поэтому они очень спокойно относятся ко всем вашим словам, чихать они хотели. Чувствуете, что, тяготит, тем более, если вы человек яркий, тем более, если вы человек общественный, если вы, пускай неизвестны, но в любом случае вас многие знают, то такие люди чаще и больше подвержены тому, что у них будет там и зависть в их сторону, и чего только там не будет. Итак, заговор следующий. Иван да Василий, камень секунд. Сейчас, секунду, темно, не вижу сейчас. Чтобы просто не допустить ошибку, я просто свечу зажгла. Кстати, этот замечательный домик еще
Еще, надеюсь, сегодня, если у меня будет время, я хочу еще возобновить кое-какую лекцию, точнее, рассказ о себе для новичков. И потому что много вопросов начали задавать, писать. Хочу сразу одним махом всем ответить. Итак, заговор. Иван да Василий камень секут. Дарья да Марья в окошко глядят. Свекровь да теща из дверей у дверей следят. Кум да сват у ворот стоят. Ты, беда, отворотись, мимо нас пройди. Мы на засовы запираемся, тебя гоним да чураемся. Защитой могучей защищаемся. Заговором себя заговорили, двери тебе не открыли. Свекровь ворчит, муж бежит, сват кричит, свекор топором машет. Не дают беде пройти. Она должна нас обойти. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Истинно так, заклинаю. Иван да Василий камень секут. Дарья да Марья в окошко глядят. Свекровь да теща у дверей следят. Кум да сват у ворот стоят. Ты, беда, отворотись, мимо нас пройди. Мы на засовы запираемся, тебя гоним да чураемся. Защитой могучей защищаемся. Заговором себя заговорили, двери тебе не открыли. Свекровь ворчит, муж бежит, сват кричит, свекор топором машет. Не дают беде пройти. Она должна нас обойти. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Истинно так, заклинаю. Иван да Василий камень секут. Дарья да Марья в окошко глядят. Свекровь да теща у дверей следят. Кум да сват у ворот стоят. Ты, беда, отворотись, мимо нас пройди. Мы на засовы запираемся, тебя гоним да чураемся. Защитой могучей защищаемся. Заговором себя заговорили, двери тебе не открыли. Свекровь ворчит, муж бежит, сват кричит, свекор топором машет, не дают беде пройти. Она должна нас обойти. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Истинно так, заклинаю. Иван да Василий камень секут. Дарья да Марья в окошко глядят. Свекровь да теща у дверей следят. Кум да сват у ворот стоят. Ты, беда, отворотись, мимо нас пройди. Мы на засовы запираемся, тебя гоним да чураемся. Защитой могучей защищаемся, заговором себя заговорили, двери тебе не открыли. Свекровь ворчит, муж бежит, сват кричит, свекор топором машет, не дают беде пройти. Она должна нас обойти. Истинно, зубы, губы, ключ, замок, язык. Истинно так, заклинаю. И последний раз прочту. Иван да Василий камень секут. Дарья да Марья в окошко глядят. Свекровь да теща у дверей следят. Кум да сват у ворот стоят. Ты, беда, отворотись. Мимо нас пройди. Мы на засовы запираемся, тебя гоним да чураемся. Защитой могучей защищаемся. Заговором себя заговорили, двери тебе не открыли. Свекровь ворчит, муж бежит, сват кричит, свекор топором машет, не дают беде пройти. Она должна нас обойти. Зубы, губы, ключ, замок, язык. Истинно так, заклинаю. Начитывайте время от времени, или когда беда пришла, и никак вот от проблем не отойти. Или когда чувствуете, что она приходит или пришла в дом. Проведите этот ритуал, неважно этот дом, снимаете, живете в нем, то есть просто живете, бывает у родственников там дали пожить, или купили, или это ваш дом, не имеет никакого значения. Частный дом, значит, вместе с домом все эти хозяйственные постройки заодно очищайте.
постройки, пристройки, в общем, по-разному называют. А если квартира, естественно, все, что все окна, ой, все футы. Вот тебе и на. Представляете, за все комнаты, да, все комнаты, и туалет, и ванная, и кладовку, и балкон, и все, что есть. Все это. Балкон тоже, потому что если балкон у вас застекленный, закрытый, это тоже входит в дом. Если он открытый, то, естественно, это улица уже считается. Все. Всем удачи, всех благ. Защищайте себя и свою семью.